Друзья, приветствую! До конца зимы остались считанные дни. Затянутое тучами небо все чаще сменяется слепящим глаза солнцем. Ночные морозы днем утрачивают свою силу, а световой день с конца декабря уже увеличился более чем на 3 часа. Дыхание весны с каждым днем ощущается сильнее, и нет ничего лучше, чем в такую погоду прогуляться по лесу. Поэтому встаю на снегоступы и отправляюсь к ближайшим фотоловушкам, одну из которых я не проверял уже почти 1,5 месяца. Свежего снега не так много, поэтому перемещение не составляет труда, и лишь изобилие поваленных деревьев местами усложняет путь. Но гораздо интереснее идти там, где не ступает нога человека. Активность зайцев в этих краях заметно поутихла, зато лисьих следов было куда больше, чем обычно. Причем перед фотоловушками эти хищники позируют гораздо реже, что говорит об их излишней осторожности. Выхожу к знакомым местам. Именно эта опушка пользуется у лис особой популярностью. А вот и первое тому подтверждение. Судя по следам, здесь совсем недавно отдыхала рыжая плутовка. Выбрав возвышенность, с которой можно следить за обстановкой, хищница дремала прямо на снегу, ведь зимний мех – лучшее одеяло даже в сильные морозы. Ловушка установлена совсем рядом, и хотя свежих следов нет, за столь длительный период она не могла не снять что-то любопытное. Первым в кадре появился заяц, но уже пару секунд спустя он растворился в предрассветной тьме. Всего через час камера сработала на появление лисицы, которая, возможно, шла по следу косого. Но, почуяв неладное, она решила обойти подозрительный объект стороной. Кстати, это первое появление хищницы при дневном свете за долгое время. На следующий день в лучах полуденного солнца красовалась сойка. Она появилась здесь не случайно, ведь хотя приманки были надежно спрятаны под снегом, обоняние подсказывало, что в этих местах можно поживиться. Раскидывать плотный снег когтистыми лапами – это одно, но использовать в качестве инструмента клюв – совершенно иной уровень сложности. Тем не менее, настойчивая птица не останавливалась. Однако пару минут спустя она покинула поле зрения, скорее всего, так и не добравшись до съедобного куска. Ранним утром 3 дня спустя поляной заинтересовалась куница. После оттепели снег здесь спрессовался до такой степени, что больше походил на лед. Поэтому добраться до цели даже при наличии когтей было вовсе непросто. Но уже скоро первый кусок был извлечен, а минуту спустя куница отправилась на поиски следующего. Найденное угощение лишь подогревало азарт голодного зверька, поэтому раскопки становились все интенсивнее, а найденная добыча поглощалась прямо на месте. Внезапно куница пулей сорвалась с места, но тревога была ложной, и в ту же минуту хищница вернулась к своему занятию. Приближался рассвет, однако зверек не собирался покидать прикормленное место, ведь в холодное время года разжиться таким завтраком получается далеко не каждый день. Зимой увидеть куницу при свете дня – большая удача, и, похоже, это один из тех самых случаев. Наконец, окончательно рассвело, и фотоловушка переключилась на дневной режим. Хищница же продолжала обследовать выкопанные ямы на предмет затерявшегося лакомства, попутно оставляя метки для устрашения конкурентов. Но не дожидаясь, пока солнце взойдет слишком высоко, лесная странница исчезла из кадра так же внезапно, как и появилась. После обеда ее место заняла сойка, обнаружившая остатки утреннего пира.
Глубокой ночью куница вернулась, чтобы более обстоятельно разведать обстановку. Работа кипела до самого утра. Похоже, здесь еще было чем поживиться, но к рассвету запас провизии окончательно иссяк, и в последующие дни ни одной лесной обитатель не заглядывал на поляну. До заката оставалось чуть больше часа, поэтому я отправился к недавно установленным камерам. Ведь если куница появилась здесь, то с высокой долей вероятности она нашла и другие места с приманками. И правда, сдвоенные следы, по которым можно узнать зверька, вели прямо к фотоловушкам. Над головой раздавалась знакомая барабанная дробь. Большой пестрый дятел, завсегдатай наших лесов, методично расправлялся с еловой шишкой. Выбрав в дереве подходящую щель, птица использует ее в качестве тисков, помещая туда любимое лакомство. Подобные места даже получили особое название – кузница дятла, ведь под деревом в этом случае обычно скапливаются десятки опустошенных от семян шишек. А так выглядят последствия визита ночной разбойницы, которая поработала здесь всего за день до моего возвращения. Я специально установил камеру как можно ниже, чтобы рассмотреть зверька вблизи. Ночью температура опускалась до минус 20, весомый повод, чтобы задуматься о еде. Здесь снег был не настолько твердый, а заложенные приманки оказались в нем около 10 дней назад, поэтому раскопки быстро приносили свои плоды. Вторая камера была совсем рядом, поэтому визит находчивого зверька не заставил себя ждать. Утренние поиски не затянулись. Возможно, было слишком холодно, но уже вечером куница вернулась на прежнее место, вновь посетив обе фотоловушки, и, вероятно, вскоре от закопанных приманок не осталось и следа. На следующий день я забрал обе камеры, но в надежде на скорое появление хищницы все же прикормил место неподалеку, где меня привлекло закатное солнце и открытое пространство, что дает дополнительные шансы на появление лесных скитальцев. Когда я вышел из леса, солнце уже вовсю стремилось к горизонту, а значит, близился к финалу и мой небольшой поход. Еще больше интересного я публикую в телеграм-канале, ссылка будет в описании. Оставайтесь на связи, чтобы не пропустить новые выпуски, а на сегодня это все. До скорого!